Спасклепики, мост. Высадился, время 7 утра. Небольшой ветерок. Температура около 6 градусов по Цельсию. Так, ну что ж, корабль снаряжен, собран. Можно отправляться в путь. Ветерок все так же легкий гуляет. По-моему, стало чуть теплее, а может быть просто согрелся или привык. Не знаю, но в любом случае я чувствую себя гораздо более комфортно. Переобулся, сапоги одел. В общем, жизнь вроде как налаживается. Что же, время, сейчас скажу сколько, 7:50. Мы отправляемся в путь. С Богом! Выдвинулись со Спасклепиков. Путь наш будет пролегать до Брейкенбора. Ориентировочный срок 5 дней. Посмотрим, уложусь или нет. Как бы опять не сойти с маршрута где-нибудь в Диулино. Хотя вроде погоду обещают получше. Я надеюсь, что за 2 последние недели, пока шли дожди, вода в Паре немножко поднялась, потому что октябрь, все-таки осень. Речка и без того, скажем так, не очень полноводная. А к осени становится еще более мелкой. Много мелей. И перетаскивать байдарку через них довольно утомительное занятие. Если мелей будет мало, то скорость, соответственно, значительно увеличится. Погода замечательная. Совсем потеплело что-то. Ветра нету, по крайней мере, на реке. Вода гладкая. Ну, посмотрим, как оно будет дальше. Но пока что мне все очень даже нравится. Вообще маршрут очень такой, как бы является туристической меккой. Летом, где-то, может быть, в августе, на выходных теплых, когда нет дождей, по этому маршруту, вот если ты стоишь дневкой, ну, байдарок до 100 может пройти. Проходит и одиночные, и огромными группами. Однажды я насчитал группу в 26 тайменей. Но это, видимо, какая-то, конечно, какой-то промышленный, скажем так, сплав коммерческий был. Весной ходят катамараны даже, когда вода высокая, в середине мая, например, еще. Вот. Летом, конечно, чуть меньше, но и плоты иногда встречаются. В общем, весело здесь, хорошо. Так что, в общем-то, любому туристу, который проживает в Москве или в Рязани, наверняка этот маршрут очень знаком. Точка высадки популярная здесь, вот в Спасклепиках, еще одна на Заводской Слободе. Тогда маршрут получается чуть короче, примерно на треть. Да, в основном идут люди до Диулино. За Диулино до Брейкенбора проходит катастрофически малая часть туристов. Вот, но места там, конечно, несколько красивее, но что рассказывать. Все увидим своими глазами. Вот, пока что тишина и спокойствие. В октябре, конечно, не сезон. Ночью обещают заморозки до -2. Сейчас показывает температуру Google 8 градусов. Это последнее место до Диулино, где можно поймать интернет. А вот уже, собственно, имели. Что-то я пока разговаривал, прозевал все на свете. Вот так вот прошел 20 метров и сразу сел на мель. Очень похоже на пру. Ну вот, снялся. Тут, конечно, нужно держаться правее. О чем я говорил? Про маршрут. До Диулино встречается несколько населенных пунктов. Во-первых, после Спасклепиков тут по левой стороне реки достаточно много мелких сел, которые, в общем-то, со Спасклепиками являются практически уже единым целым. Ну, что-то типа агломерации. Дальше идут достаточно крупные населенные пункты. Это Заводская Слобода, собственно, стоит на некотором удалении от Спасклепиков. Ольгино, Горки
и Диулина. Диулина до Брикенбора населенных пунктов значительно меньше. Да и сами они поменьше. Это Старый Кудом, полумертвая деревенька в несколько домов. Новый Кудом, но он побольше, но стоит на некотором удалении от реки. И дальше там какие-то еще. Так, прошел час, тут внезапно выглянуло солнышко. Настроение просто, не знаю почему, вроде такое неласковое осеннее, октябрьское солнце, а все равно, ну, конечно, гораздо веселее живется. Идешь, улыбаешься без причины. Красота. Я надеюсь, что в ближайшие 4 дня такая погода и сохранится. Особенно, конечно, это видно на контрасте после 2-недельного дождя. Собственно, сегодня с утра, когда я выезжал из Рязани, он еще шел. Немножко, правда, ветерок, но это здесь, за спасклепиками, где нету особых лесов, но вообще лесных массивов. Конечно, традиционный ветер гуляет. Дальше, может быть, вот как раз на полпути к Заводской Слободе начинаются такие достаточно высокие лесные массивы и высокие довольно берега, по крайней мере, с одной из 2 сторон постоянно. Там с ветром попроще. Впереди, прямо по курсу, большая мель посреди реки, поэтому мы будем ходить слева. Вот. А так, не знаю. В общем, что сказать, настроение отличное. Идем все потихонечку. Первый час никаких неприятностей не принес, за исключением того, что у меня вдруг появилась навязчивая мысль, а взял ли я с собой кружку. Настолько она меня не отпускала, что пришлось останавливаться, лезть в гермик и проверять, на месте или нет. На месте. Все хорошо. Вселенная в гармонии. Будем пить чай. А может быть, если повезет, то даже и кофейком побалуемся. Раз в 2 часа буду делать небольшие остановки. Но пока что еще рано. Только час прошел. Через часик где-нибудь встану. Как раз, наверное, уже и берега будут более дикими. И сосны высокими. В общем, посмотрим. Кстати говоря, вот тучи уходят в сторону Москвы, на запад. А с востока небо ясно-ясно, ни одного облачка. По прогнозу обещали переменную облачность, но может быть даже повезет и весь день будет солнце. Вообще, конечно, не в обиду будет сказано, но вот в верхних течениях она не такая красивая, как ближе уже к Заводской Слободе и дальше, до Брикенбора. Потому что здесь она напоминает, ну вот, среднее течение Бужи, когда явно бывшие болота, которые были осушены, хлипкие деревца, нету таких хвойных пород, в основном лиственные осина, береза, ну и какая-то поросль такая типа ивы, лозы по берегам. Ну, такое чисто торфяное место с высокой влажностью. Хвойные породы, конечно, такие места не очень любят. Они предпочитают песчаные почвы по большей части и повыше. Им высокая влажность не с руки. А здесь, такая. В общем-то, эти места, по-моему, еще даже в 2010 году пострадали от огня. Потихонечку начинают снова зарастать. В общем, такой вот расклад. Все пока что хорошо, отлично. Я бы даже сказал. А вот и первый мост между Якшуром и Макеево.
Мост такой подвесной, он состоит из звеньев металлических. А внизу, собственно, деревянный настил по мосту идет. Ну и какие-то металлические перила, которые сверху поддерживаются тросами. На берегах стоят сваи, ну, арки такие, ну, сваи в виде арок, скажем, на которые он, собственно, опирается. Весной, в конце апреля и в первой половине мая вода захлестывает настил. Можно при большом половоде попытаться пройти над настилом. Но это, конечно, баловство все. Но в целом приходится иногда обносить, если на плоту там, а не на байдарке. Если высокое какое-то плавательное средство, то висит какая-то леска. Кто-то оставил. Попытаемся аккуратно пройти сейчас. Крючки нам в байдарке совершенно ни к чему. Насчет солнышка я, конечно, погорячился. Не сказать, что здесь прямо очень солнечно стало, но переменная облачность, как и обещали. Тот просвет, который был, про который я рассказывал в начале, когда солнце вышло, моментально, буквально за 20 минут куда-то затянулся, и снова пошли тучки. Но дождем пока что не пахнет. А вот, кстати, по берегу, не знаю, я кроп сделаю потом, гуляет не то выдра, не то андатра. Видите, ходит. Я очень надеюсь, что будет видно хорошо на камеру. Но, естественно, дожидаться меня она не стала. Жалко. Ну ладно. Самому интересно посмотреть будет. Ну вот, стандартная ситуация на пре, когда непонятно, куда идти. Но, как гласит основное правило упры, если не знаешь, куда идти, обходи справа. Так мы и поступим. Вероятно, остров какой-то. Я что-то сколько уже раз здесь ходил, а все никак не могу запомнить, где, как, что обходить нужно. Ну, давайте действительно направо. В любом случае хуже не будет. Здесь справа вроде берега чутка повыше, по крайней мере, оба берега высокие, значит, есть течение, и она промывает песок. А в левом рукаве сам вот остров высокий, а берег левый, он довольно низкий, такой болотистый, высокий весь. Сороки здесь летают. Поэтому больше вероятности того, что будет довольно мелко. Кстати, вот коряга впереди какая-то неприятная торчит. Все время, когда пишешь что-нибудь, пропускаешь коряги. Потому что отвлекаешься на то, что вокруг, ну, думаешь, что сказать. Вообще это не очень правильно. Нужно, конечно, говорить, не думая, как сейчас модно. Шучу, конечно. Всегда нужно думать, что говоришь. Так. Ну, как бодренько, хорошо. Веточка. Еще уже даже в некотором роде забыл, что такое песчаная мель. И насколько это неприятная штука. То есть вот если, например, там 2 недели назад сплавлялся по Буже, и озера
Если вы не смотрели, можете посмотреть третью часть, где, собственно, по озерам уже идешь, уже устье Бужи. Там довольно низкий уровень воды, осенью сантиметров 10, иногда и того меньше. Они все заросли, а дно у них илистое. Так вот, уровень воды там в среднем гораздо ниже, чем вот здесь в Пре. Но идти легче, потому что если ты садишься на ил, он жидкий и так или иначе, какой-то киселеподобный. По крайней мере, байдарка в него тоже в какой-то мере проваливается, и он ее выталкивает. Архимед никуда не девается. И худо-бедно в раскачку, как плавунец, можно попытаться пробиться через ил и, не вставая, не вылазить. Собственно, я и не вылазил там, потому что там вылазить невозможно. Уйдешь сразу вниз по колено, а то и по пояс, если не больше. И как-то вот раскачиваешься. Можно встать на борта, стоя, выходишь. Смелее. А если сел на песок, то все, наверное. Он же твердый, плотный на дне особенно, когда он мокрый, слеживается. Довольно проблематично. Так что в некотором смысле илистое дно, если мелко, для байдарки оно может и даже более приемлемо, более удобно, чем песчаное. Хотя, если речь идет, конечно, про обносы, то по песку хотя бы ходить можно. Так, вот тут вот отмель старая превратилась в остров. А я, пока говорил про мели песчаные, как раз на одну вышел. Нужно было правее держаться, там высокий берег и течение более веселое, чем здесь. Но ладно, вроде как-то худо-бедно проходим. По правой стороне уже начинаются вкрапления хвойных деревьев. Вот сосенки какие-то растут между березками. Я думаю, что где-то через часик уже выйдем такой, войдем в хвойный лес. Там, конечно, совсем другие виды. И здесь ничего. Как-то вода интересно подточила песок справа. Так, а это деревня Макарова. Тоже агломерация Спас-Клепиков. На правом берегу какой-то старый колодец, видимо. По крайней мере, кольца очень похожи. Бетонные, что там был когда-то колодец, но река подъела берег. И теперь он выступает наружу. Красивый пляж. Вообще, конечно, безумная красота, особенно осенью здесь. Жить в таком месте, наверное, одно удовольствие. Электричество вот есть, провода. Насчет интернета не знаю. Местные жители рыбку ловят. Мост. Наш любимый. Проходить, насколько я помню, по левому пролету. Немножечко черканули. Здрасте. Турель для пулемета. Эхолот или что? Да нет, это просто камера.
Я рыбалкой не занимаюсь. Нормально. Да это точно. Расчистили, да? В этом году убрали, да. Так, ну вот. Мужики говорят, что расчистили мост в этом году. Ну и раньше можно было только по самому левому пролету, вот с той стороны, пройти. Ну хорошо. Что ж. Теперь, по-моему, впереди только мост через горки. Ну вот, за Макарова потихонечку начинаются хвойные леса. Берег, как видите, очень высокий. И вода туда даже в половодье не достает. И поэтому на этом высоком песчаном берегу начинают расти сосны. Ну как начинают? Когда-то начали. Хвойные растения, они все-таки значительно старше, чем лиственные. Имеется в виду эволюционно старше. Вот они здесь растут. Ну, собственно, все. Населенные пункты кончились. Следующий теперь Заводская Слобода. Я, кстати, сказал, что не будет больше мостов. Вот в Заводской Слободе тоже мост есть. Что-то я про него совсем забыл. Заводская Слобода тоже довольно популярное место для заброски. И перед этим мостом есть открытая такая площадка, поляна в Заводской Слободе. Ну, будем проплывать, покажу. И в теплые выходные, в пятницу вечером или в субботу утром, в августе, летом, там постоянно машины и байдарочники собирают таймени, ну или кто на чем ходит, надувают бескаркасные. Вот. Так что место действительно, ну не место, маршрут очень популярный. Сейчас вот дует довольно неприятный ветер в лицо. Я сегодня первый раз попробовал использовать не микрофон камеры, а отдельный микрофон петличный с ветрозащитой. Посмотрим, как он себя покажет по этому ветру. Ну, надеюсь, что все будет хорошо. Время 10:30, 2,5 часа с момента, как я встал на воду. Можно немножко отдохнуть. Вот отличное место. Ну, впрочем, на Пре настолько красиво, что любое место отличное. Но здесь вот можно немножко, минут 10 постоять, отдохнуть. И дальше пойду. Вот такая вот красота. Столик небольшой здесь. Береза скоро совсем свалится. Кстати, напротив косы будет завал очередной. Ну, недолго, потом косу размоет. Так, пока что расческой. Листья какие-то, ветки там под ней собрались. В общем, обычный лесной мусор. Здесь дорога. Куда идет, непонятно. Но, скорее всего, на тот пригорок особо далеко тут идти некуда, потому что до Заводской Слободы с плохеньким покрытием, но асфальтовая дорога там.
в лесу, чуть подальше, за километр отсюда. Параллельно реке идет. На том берегу стоят какие-то тенты и 2 больших палатки. И какая-то женщина с собакой или еще кто-то. Ну, отсюда плохо видно. Но видно, что приехали они не на байдарках, а так. Автотуристы, видимо. Вот, байдарочника я ни одного пока что до сих пор не встретил. Но, как сказали местные, холодновато, видимо, им. Но могу сказать, что вот в отсутствии ветра, даже без солнца довольно тепло. Когда ветер, конечно, довольно неприятно становится, но все-таки октябрь, как ни крути, начинается. Летом здесь еще лучше. А может и не лучше, не знаю. Мне особо нравится вот это вот все-таки осень. А хвойные леса не дают ощущения осени, потому что они зимой и летом одним цветом. А вкрапление лиственных лесов, вот березки всякие, когда они желтеют, конечно, чувствуется. Не особо красивая осень вот в Мещерском крае. Еще Паустовский ее описывал. Ну, у него вообще довольно красивые рассказы про позднюю осень и раннюю зиму. Еще через пару часиков, если сейчас 10:30, 11-12 в час, можно будет встать, чайку заварить. Но по настроению. Вообще, честно говоря, я думаю, что к обеду можно уже будет что-то. С утра не кушал, не успел, потому что в 5:50 машина выезжала из Рязани. Опаздывать никак нельзя было. Ну вот, проснулся за полчаса, гигиена быстренько утренняя, и уже все, времени на еду нету. И поэтому на голодный желудок двинул. Да чего же здесь красиво все-таки. Ну вот, прошли деревья Подгорья. Ого, плескается рыбка. И все, дальше теперь Заводская Слобода будет. Ну, деревня, она, Подгорье, как, крайне маленькая. Я даже не уверен, есть ли там зимние дома, ну, то есть зимует ли там кто-то. Но она давно выродилась в некое подобие приусадебных участков. Хотя строения там, конечно, капитальные. Но, с одной стороны, ее подъедает Пра довольно быстро. Берег осыпается. С другой стороны, конечно, связи здесь нету вообще никакой. То есть речь не об интернете, а хотя бы вообще о сотовой связи. Да и дороги сюда только лесные ведут. Так что живет ли там кто, я особо не знаю, не могу сказать. Вот. Но что-то людей я там ни разу не видел, кстати говоря. Вот. У нас тем временем началась настоящая Пра, какая она есть в среднем течении. Ну, примерно такой она будет до Диулина. Высокие довольно берега, чисто песчаные почвы. То есть если где-то в районе Спасклепиков и вот чуть ниже там песок вперемешку с илом, видимо, его все-таки наносит весной при половодье с озер, да и вообще, ну, болотистая местность предполагает наличие ила, то здесь уже чисто песчаные почвы, кустарниковых растений практически нет, ну их, по крайней мере, очень мало. Но, с другой стороны, из-за того, что лес подступает к самым берегам, а почвы песчаные, их очень легко размывает, и деревья падают в русло. Поэтому начинают попадаться коряги. В среднем течении их, конечно, значительно больше. Если там в верхнем течении практически нету близко лесов к берегу, то здесь обычно бьется нос такой. Время 12, 4 часа в пути. И сейчас находимся на стоянке напротив деревни Взвоз. Довольно популярная стоянка у туристов, которые начинают свой путь от Заводской Слободы. Если они приходят где-то
ну, к 5-6, если в обед выходит с заводской слободы, то здесь часто останавливается. Наверху крайне красиво, а здесь справа очень тихий затон, заводь. Даже не старица, а какой-то, ну я уж не знаю, как он получился, но его окружает со всех сторон высокий берег, так что сказать, что это старица, вряд ли можно. Сейчас я вам покажу. Здесь очень хорошая рыбалка. Постоянно бывает. Да, может, кстати, старится. Березками затянуто. Ну, летом здесь воды побольше. И этот островок, вот где растет осока, его практически не видно. Вода подступает вплотную к березкам. Ну и там она заканчивается тоже довольно высоким берегом. Ну, здесь, наверное, по поводу того, что время 12, я и устрою небольшой привал. Все-таки попить горячего чаю не помешало бы. До заводской слободы осталось 3 километра. Так что самое время, что отдохнуть. Вот самая, ну или одна из самых живописных стоянок на Пре. Лесенка есть такая. Не знаю, мне, по крайней мере, очень нравится. Сейчас мы поднимемся, посмотрим, что наверху. Ну, мы посмотрим. Я-то знаю, что наверху. Наверху у нас вот такая вот полянка. Здесь столик небольшой и обращение к туристам. Ну, вот так вот тут достаточно красиво. На этой полянке удобно. Много места для палаток. А если не хватит, то вон там дальше, на этом же берегу, вот если пройти, здесь есть тропинка. Ну, по крайней мере, была. Еще одна небольшая полянка. Там тоже можно встать, если места мало. Вот. Но мы стоять здесь, конечно, не будем. Потому что время еще только обед. И мы сегодня дойдем до еще одной красивой стоянки. Называется Соловьиная гора. Она уже за Слободой. Вот я вам покажу. Но тоже очень живописная. Тоже на высоком берегу. Вот. Но и на ней мы тоже стоять не будем. Пройдем дальше. Вообще, я думаю, что сегодня из-за ветра, может быть, даже на высоком берегу не имеет смысла остановиться. Вот такая вот история. Так, ну чего? Чайку. Водичку поставил. Поставил на скамейку. Здесь вроде как должно быть поменьше ветра. Ветрозащиты у меня нету. И чтобы она быстрее закипела, пусть ниже будет. Сейчас водичка закипит, чай заварим, попьем, да двинем дальше. Чай попили, отдохнули, можно и в путь. Следующая остановка теперь Соколиная гора. Время час. На Соколиной горе будем где-то к 3, наверное. Если время час,
Иду я до 5, до мне осталось 4 часа сегодня. После 5 уже нужно искать стоянку. Но, слава богу, так как туристов нету, я до сих пор так и не встретил ни одной байдарки. Все стоянки свободные. А их по Пре не просто много, они буквально на каждом шагу. Вся Пра одна большая стоянка. Вообще вода не такая уж и низкая, как я думал. Наверное, действительно, за 2 недели дожди подняли уровень. Даже летом здесь было гораздо ниже и, по-моему, гораздо больше мелей. Сейчас проходится очень легко. За все время я сел только один раз. Это вот в самом начале, через 200 метров после того, как встал на воду в Клепиках. И с тех пор иду, и как бы ни одной мели, так чтобы я сел на нее, не попалось. Летом уже 3-4 раза пришлось бы из байдарки вылазить, чтобы протащить ее. А сейчас смотри-ка. Ветер, кстати, утих. Абсолютное спокойствие. Вообще штиль, что называется. Приятная такая погода. Может быть, это из-за высокого берега. Хотя нет, сосны тоже. Деревья не шатаются. В первой половине дня их ветром трепыхало, будь здоров. Сейчас ни один листочек не шелохнется, даже на самых верхушках. Но людей все нет и нет. Бутылку выкинул. Зачем так загаживать речку? Вот, собственно, вдалеке, ну, не вдалеке уже, близко, впереди мост. Это Заводская Слобода. Сама деревня выходит к речке за мостом. Там дома вплотную приближаются. Тоже очень красиво, я покажу. А слева полянка, откуда тоже очень часто стартуют байдарочники. Разгадка одна: хорошая транспортная доступность. Ну, не всякий транспорт, а общественный транспорт сюда, насколько мне известно, вообще не ходит. Вот, но автомобиль может доехать, потому что до сюда идет асфальтированная дорога. Покрытие не очень хорошее, но какое-никакое есть. То есть даже легковые автомобили сюда доезжают. По-моему, до самого Диулина больше асфальтированных дорог к Пре не подходит. Здесь единственное место. То есть едут вот по этой дороге, которая превращается в мост. Перед мостом сворачивают направо. И здесь вот тут очень хорошо. Удобный берег, пологий. Стартуют. Этим летом я тоже отсюда
двухдневный такой сплав делал до Диулина. И здесь мне встретился местный житель. Если кто смотрел фильм «Большой Лебовский», то там есть такой дед-диктор, который читает закадровый текст, и в начале фильма и в конце он показывался. Так вот, местный житель, я уж не знаю, как его зовут, один в один, как тот дед, в такой широкополой шляпе, с усами, худощавые черты лица. Ну вот мне он рассказывал, что раньше здесь в 60-х, 70-х годах была артель, которая ловила самов. Река отъела кусок берега, на котором стояли дубы. И очень много дубов оказалось в воде в виде корях. И под ними развелось огромное количество самов. Он говорил, не знаю, может быть, ему показалось, с годами память имеет свойство приукрашивать то, что было. Но он говорил, что раньше река, конечно, была гораздо более полноводной. Не то, что сейчас. Зимой-то она вообще в ручеек превращается. Потому что питается с болота. Болото, снег не тает. Болото за зиму иссякают. И вот она такая, ручей, занесенный снегом. Вот, а раньше, рыбеха такая крупная здесь водилась. Правда это или нет, не знаю, не могу сказать, 60-е, 70-е годы. Но думаю, что особо придумывать ему тоже нет смысла. Будем полагать, что это правда. Проход моста ничего интересного из себя не представляет. Можно проходить где хочешь. Везде глубина довольно большая. По крайней мере, точно хватит для того, чтобы пройти на байдарке. Я обычно слева прохожу. Там как раз две коряки торчат. Здесь довольно много корях, потому что здесь раньше был старый мост. И оставались сваи от него. А за сваи цепляются бревна, которые по весне сымают откуда-то завалы, падают там стволы, топляки поднимаются. Идут до сюда и остаются. Если мост еще как-то более-менее, скорее всего, расчищают, то здесь, конечно, как есть, так и есть. Где они останавливаются, там и лежат. Поэтому здесь такое сборище. А вот, собственно, и заводская Слобода. Деревня тоже безумно красивая, место популярное, опять же. Во-первых, природа красивая, во-вторых, транспортная доступность. Сюда, по крайней мере, есть дорога. Поэтому, деревня живет. Летом здесь, конечно, безумное количество школотронов бегает. Приезжает к бабушкам, дедушкам на каникулы, видимо. Пляж, ни разу я мимо него не проходил, чтобы он не был забит детьми. Это не единственный пляж, там дальше за поворотом, насколько я помню, будет тоже спуск к воде и такой пляжик песчаный, но гораздо более живописный, среди молодых сосен. Сейчас дойдем, посмотрим. Вот так вот все это выглядит. В общем, жить, наверное, здесь действительно очень хорошо. Так, ладно, а мы тем временем продолжаем путь. Впереди у нас стоянка Соколиная гора. И до Диулина теперь
Какие у нас населенные пункты? Юдино будет, но, по-моему, оно не просматривается с реки, насколько я знаю. Ольгино тоже с реки не просматривается, но довольно большой населенный пункт. У меня там был Горки. Интересно, что от Ольгина до Горок 3 минуты пути. Но река петляет так, что приходится несколько часов грести. Ни Ольгина, ни Горки не просматриваются, но зато напротив Горок есть мост. Это будет следующий. И за Горками Лесохим хорошо просматривается, стоит прямо на берегу поселок. И, собственно, уже Диулин. Диулинский мост там есть. Ну, а дальше будет видно. Это все уже дела завтрашнего дня, насколько я понимаю. Ну, а вот и Соловьиная гора, урочище. Безумно живописная стоянка. Здесь мы и отдохнем. Высокий берег. На ней оборудовано несколько столов. Один, по-моему, даже с навесом. Но встать здесь летом нереально. Она постоянно занята. Кроме того, здесь есть неплохой, сносный довольно подъезд для машин. Дорога, конечно, грунтовая, но хорошо укатанная. Поэтому очень часто здесь автотуристы останавливаются, и в общем-то, постоянно занято. Но однажды мне посчастливилось здесь встать. Конечно, очень красиво. Такая она прямо удобная. Особенно меня радуют вот эти вот 2 дуба, которые наклонились. Конечно, скоро их подмоет. Еще пару лет, и они упадут. Но пока что стоят, как видите. Летом здесь с сыновьями поймали щуку. Ну как поймали? Они поймали, а я съел. Да, вот. Столик с навесом деревянным. Очень хорошо, качественно сделано все. Очень-очень живописно. Сейчас мы туда поднимемся и посмотрим, как все это выглядит поближе. Вон там вот за дубами есть небольшой пляжик, типа пристани. И там очень удобно причаливать. Глубина, кстати, здесь приличная. Одно из немногих мест на Пре, где взрослому человеку будет с ушками.
Так, ну вот, собственно, причаливаем. Тишина. Вот наверх ведет такая тропиночка здесь. Ой, мухоморы. Красота какая. Да, молодые, яркие. Уже весь склон мухоморами зарос. Так. Байдарка стоит. У него не слоп, я ее не привязывал. Опа. И налево. Здесь траншея небольшая. Противопожарный ров, судя по всему. Но ночью, конечно, она доставляет неприятности. Постоянно в нее проваливаешься. Здесь, кстати, мы попали под ливень. Навес не протекает, гарантирую. Кострище. Вот еще столики. Чуть поодаль. Вот здесь вот водятся щурята. Такая стоянка, в общем. Время 5. Пора искать место для ночлега. Значит, стоянка называется Красный Яр. Но, честно говоря, что-то мне она так себе. Высокий берег не очень нравится. Тащиться сейчас туда, поднимать все. Найду какую-нибудь скромную небольшую стояночку со столиком, с невысоким, и скамеечкой. И чтобы деревья росли достаточно близко, чтобы можно было палатку поставить. И буду, наверное, становиться на ночлег. Нашлось местечко хорошее. Метрах в 300 от того высокого берега. Грибы свежие. Кто-то здесь недавно был. 2 белых. В соседях у меня дятел. Ну давай. Ну, не боится вообще ничего. Ладно. Буду выгружаться и доставиться, пока светло. Потому что боюсь, что скоро уже будет ничего не видно. Так, ну что ж, палаточка поставлена. Чайник вскипел. В общем, можно перепаковывать вещи, кушать и готовиться ко сну. Так как ветра и дождя не обещают, то сделал
тент пошире растянул. Так удобнее. День подходит к концу. Как-то он довольно быстро пролетел. Вроде только-только встал на воду в Клепиках, а уже подходишь к Ольгино. Дойду завтра до Диулина? Нет, не знаю. Но если не дойду, то встать нужно как можно ближе к Диулино, потому что за Диулино количество стоянок резко уменьшается и будет довольно тяжело. И просто так по щелчку пальца уже не встанешь, где захочешь. Пока что буду отдыхать. Покушал кашу, очень вкусно. Ветра нет, вода быстро закипает. Тишина, ни криков, ни весел по воде, никого нет. Только птицы шумят, и рыбка иногда плескается. Над водой уже пошел потихонечку туман, значит, начинает холодать. Небо ясное. По прогнозу -1 градус будет сегодня ночью. Ну, что ж, начало октября, что поделать. Осталось допить изотоник горячий. И, наверное, буду... Как раз к тому моменту стемнеет, солнце уже зашло за горизонт. Хотя и достаточно светло еще пока. Ну, как допью, перепакуюсь, будут сумерки. Времени сейчас 6 почти. Через полчаса уже ничего не будет видно. До 7 посижу и лягу спать. Спасибо большое, что досмотрели до конца, если досмотрели. А если не досмотрели, то спасибо, что вообще смотрите. Завтра будет новый день. Всем удачи. Пока.